Ухелянд бежал с окраины, шапка на... Дамы и господа, адекватные зрители, друзья, здравствуйте. Ох, эти соцсети. Сколько же там роликов. И знаете про кого? Вы сами знаете про кого. Давайте посмотрим еще один ролик. Нашел я адекватного человека одного. И поставлю вам я ролик. Он с Украины, парень. Как я думаю, что он с Украины, да, так как он говорит с акцентом немножко, да, так это, ну, может, Беларусь, но я думаю, все-таки это украинец. И он расскажет про то, а вы сами посмотрите, про что он, в общем, расскажет. Давайте посмотрим. Боже, вы слышали этот бред, до чего докатилась уже вот это вот... Я говорю, это, знаете, это болезнь уже, вот это чуму на украинскую. Я вчера, знаете, с одной стороны и смех, и грех. Смотрю вчера видео, девочка в Польше работает в магазине, заходят какие-то украинцы, и она говорит, и мне ей говорят, чуму на украинскую. В Польше девочки говорят, чому не українською ти розмовляєш? Она говорит, может, потому что я не украинка? То есть уже до такой степени, знаете, вот это вот уже пошло, что уже в другой стране вот эти чуму не украинскую, я их просто по-другому назвать не могу, говорят человеку не украинской национальности, чтобы он разговаривал типа украинскую. И они еще русских называют оккупантами, понимаете? Ну это просто, я же говорю, меня, честно говоря, мне и ржать хотелось, когда я смотрел это видео, и плакать с другой стороны. Чуму на украинскую, девочки русскоговорящей. Она говорит, может, потому что я не украинка? Ну, поэтому я говорю с вами на русском. Говорит, хотите, перейду на польский. А на польский перейти, вони не розуміють польську мову, понимаете? Я просто, это уже настолько бред, она, ну, типа, рассказывает и смеется, короче, с этого всего. Я говорю, я в шоке. А он же ведь прав. Ребят, он прав. Я был сам свидетелем двух случаев, и я вам сейчас расскажу про них. Первый случай. В нашем городе имеется такой русский магазин, ну не русский, скажем, Миксмаркт, все вы знаете, с восточноевропейскими товарами, который продает. Напитки, еда, сало, фунчоза, кимчи, газунигизейн, там пиво, скажем, Балтика и все такое, квас Тарас и все остальное. В общем. Стою я на кассе, передо мной две девушки. Что-то они взяли. Кажется, были семечки, вот и квас Тарас, почему я запомнил, да. Семечки и квас Тарас. Между собой они общаются на русском языке. Не громко, так довольно тихо. Почему я услышал? Ну, рядом стоят, да, в метре, наверное. Ну, общаются. Там все общаются на русском языке. 90%, скажем. 99%. Подойдя на кассу, они громко на украинском просят, я так понял, сертификат на эти семечки они решили попросить. Типа, где они произведены, почему не написано, что-то там еще было какая-то, как я понял, такая заморочка какая-то была. На украинском они начали говорить. Ну, продавщица, она... Девушка не глупая, это, да, она проработала там, сколько я знаю, сколько я живу в магазине, это знаю, столько она там работает. Она переходит на немецкий. Они глазками луп-луп. И давай с ней опять по-украински. Она с ним по-немецки. И она права, ты находишься в Германии, говори по-немецки, пожалуйста. Хотя она шикарно говорит по-русски. Но она не должна этого делать с ними. И вот на секунд 40, да, они так, минуты даже не было, они перепирались. В общем, они оставили свой квас Тарас, оставили свои семечки и ушли. Вот так. И правильно она сделала. Второй случай. Недавно я был в Швеции. Я периодически катаюсь в Скандинавию. Ехал я туда или обратно. Туда я ехал. Я ехал туда. Еще на север ехал, на рыбалочку. На Раштете остановился покушать. Я там не раз останавливался, очень вкусный кофе готовят, Расты. И, ну, как, знаете, типа буфета, да, заказываешь что-то, а остальное, салат, напитки, это буфет, все. Передо мной стоит 3 или 4 человека, в общем, 2 женщины, 2 мужчины, общаются на украинском. Ну, вот, общаются, что-то они взяли там, заказали. Ну, надо оплачивать, с подносом подходишь, надо оплачивать, тебе дают главный герихт, а потом ты идешь в салат, ты сам накладываешь напитки, ты сам наливаешь стакан, дают тебе, такая вот у них там фишка. Они по-украински общаются.
начали они платить, но что-то у них, ну, не пролазит, или карта не пролазит, или с едой что-то у них там, в общем, не кляпало, что-то не получалось, в общем, да. И они начинают очень громко, на чисто русском, объяснять кассирши, что это карта какая-то там, туды-сюды. А почему на русском? Тут меня сразу так, оп, а почему они стали на русском сразу громко говорить в Швеции? Хотя между собой они общались на украинском. Или они думают, то, что если громче говорить на русском, то шведы будут понимать по-русски. Нет, это заблудились они. Такого не бывает. Чем громче ты орешь, все равно на каком языке тебя не поймут. Это, кстати, часто встречается и в Турции, и за границей везде встречается такое. Да? Вот так, ребят. Вот такой случай были у меня персонально. А вы напишите, прав ли этот парень или нет. Очень адекватный ролик, я скажу вам, да. Приехали вы в чужую страну, будьте добры, учите язык и говорите на языке этой страны. Всем добра, благ, мирного неба. До встречи.